Здравствуйте! В этом выпуске я покажу, как приготовить очень вкусный шоколадный медовик. Этот торт отлично подойдет для любого праздника, а также на Новый год. Готовится этот торт на протяжении 2 часов. Это достаточно быстро. Процесс приготовления простой, не нужно будет раскатывать коржи, тесто выкладывается просто ложкой. Коржи по этому рецепту получаются очень тонкими, потом хорошо пропитываются кремом, торт получается очень влажным, нежным и, конечно, вкусным. Сначала приготовим тесто для коржей. Перед тем, как мы замешиваем тесто, уже можно включить духовку на 170 градусов. Соединяем в миске яйца и мед. Мед можно взять любой, главное, чтобы он был ароматным и вкусным. Если у вас аллергия на мед, то можно взять искусственный. Смешиваем яйца с медом так, чтобы яйца разбились в однородную массу. Добавляем сюда сметану и сгущенное молоко. Сметану можно взять жирностью 15%. Теперь все хорошенько смешиваем до соединения всех ингредиентов. И добавляем сюда сухие ингредиенты. Какао, муку и разрыхлитель просеиваем через сито. Все хорошенько смешиваем. У нас получается вот такое тесто. Тесто имеет консистенцию, как густая сметана. Если у вас нет возможности выпекать коржи сразу, то это тесто может постоять в помещении несколько часов. Берем противень, застеленный пергаментом, ставим форму. Форма подойдет диаметром 17 либо 18 сантиметров. Выкладываю сюда в кольцо 2 столовые ложки и размазываем тонким слоем по кругу. Из этой порции теста мы должны испечь 12 коржей, так что нужно правильно, точно рассчитать. Вот 2 ложки будет как раз. Снимаю кольцо, еще немножко подравниваем. И таким же способом выкладываем следующий круг рядом. Пока эти 2 коржа будут печься, я на следующем пергаменте выкладываю снова 2 коржа. Ставим выпекать 170 градусов 8-9 минут. Нужно смотреть по своей духовке. Готовые коржи оставляем остудиться и потом снимаем с пергамента. Коржи получаются очень тонкими и нежными. Когда снимаете коржи с пергамента, нужно немножко придерживать, чтобы где-то не повредить коржи. Таким способом выпекаем все 12 коржей. Такие коржи можно приготовить также заранее и хранить в помещении несколько дней. Теперь приготовим крем для торта. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Сначала мы сварим фруктовую пасту. Для этого я взяла мякоть и сок апельсина без пленки. Если вам лень чистить апельсины, то можно купить в магазине готовый фреш. Обязательно пробиваем блендером. У нас получается практически такое пюре. Убираем в сторонку до нужного момента. Соединяем в миске яйцо и сахар. Смешиваем. Я это делаю миксером, потому что миксером быстрее. Но если у вас нет миксера, вы можете пользоваться венчиком либо лопаткой. Нужно просто смешать яйцо с сахаром. Добавляем сюда кокосовую муку и крахмал. Если у вас нет кокосовой муки, ее можно заменить на обычную пшеничную муку. Кокосовая мука здесь выступает как загуститель. Также хорошенько смешиваем. Смотрим, чтобы не было комочков. Переливаем эту массу в сотейник с толстым дном и также сюда добавляем апельсиновый фреш. Смешиваем и ставим на умеренный огонь. Теперь будем уваривать вот эту массу до загустения. Время от времени помешиваем, чтобы масса не пристала к дну, а также к бокам сотейника. Как только масса начнет кипеть, помешивать нужно интенсивнее. После того, как она закипит, увариваем еще несколько минут. Такую пасту также можно приготовить заранее и хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере.
После того, как масса уварится, снимаем с огня и по желанию можно добавить цедру от апельсина. После того, как паста остынет, готовим крем. Я взяла откидную сметану. Откидная сметана делается очень просто. Берете сметану 20% либо 15%, выливаете ее на дуршлаг с марлей и оставляете в холодильнике на 12 часов. После чего получается вот такая откидная сметана. Она очень плотная, жирная, выглядит прямо как крем. Если вам не нравится легкая кислинка от сметаны, откидную сметану можно заменить маскарпоне. Теперь все элементарно. Соединяем откидную сметану с холодной пастой и смешиваем. В итоге у нас получается очень вкусный и ароматный апельсиновый крем. Переходим к сборке торта. Все коржи просто нужно смазать вот этим кремом. Порцию крема нужно рассчитать на 12 коржей и немножко оставить на бока торта. Приблизительно на один корж также выходит 2 столовые ложки крема. Хорошенько размазываем по коржу, более-менее, чтобы было равномерно, и кладем в следующий корж. Так как коржи при выпекании, та сторона, которая лежала на пергаменте, она ровная, а верх коржа немножко бугристый, поэтому чередуем коржи сторонами. Один раз кладем ровной стороной, а следующий корж кладем верхом к низу. Коржи пропитывать ничем не нужно, потому что крем очень влажный и хорошо пропитает коржи. Хорошенько обмазываем бока торта, чтобы коржи хорошо пропитались. И убираем торт в кольцо. Оборачиваю пленкой и засаживаю в кольцо. Торт убираем в холодильник, либо можно оставить в помещении. Так быстрее торт пропитается. Но в помещении можно оставить на несколько часов, а потом все равно нужно убрать в холодильник. Теперь можно этот торт покрыть кремом. Очень хорошо подходит чиз-крем, творожный крем. Ну или в принципе выбирайте по вкусу. Торт в меру сладкий, имеет в себе нотки шоколада, легкие нотки меда, сливочный и апельсиновый вкус. Диаметр моего торта 18 см, высота торта 12 см и вес торта 1 кг 600 граммов. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска.